Ну, вы попали на канал «Авто за кордон зимой и летом». Меня зовут Константин Красовский, и мы в Люблине. Мы с вами находимся возле входа в старый город. Это Краковские ворота. Все, что осталось от городской крепостной стены. Сейчас в этом здании находится музей истории города. Краковские ворота были построены в XIV веке вместе с окружающими стенами после вторжения татаро-монгольского войска. В XVII веке из-за плохого технического состояния Краковские ворота начали терять свое оборонительное значение, как и городские стены. В 1656 году они не защитили Люблин от разрушения русско-казацким войском Петра Потемкина. Российские войска совершили еврейский погром, разрушив еврейский квартал и убив 2000 человек. Площадь перед воротами стала главным торговым центром города. От этой площади отходят улицы разных ремесел. Золотая, Олейная, то есть Масляная. Совсем близко Рыбные ворота и улица с таким же названием. Более 200 лет Люблин был одной из столиц Польши, судебной столицы. Здесь размещался трибунал коронный с 1578 по 1793 год. Смотри, там висит. Улица, название которой может быть переведено как «Золотая», соединяет площадь Рынок с Доминиканским собором. И когда-то она называлась Доминиканской. Для объяснения названия улицы туристам рассказывают легенду о жившем здесь старом ювелире и его молодой неверной жене. Базилика святых отцов-доминиканцев – один из старейших храмов Люблина. Он был основан в XIV веке во время правления Казимира Великого. Церковь сгорела во время пожара в XVI веке, но была восстановлена в стиле люблинского ренессанса. Доминиканский монастырь находится на юго-восточном краю холма старого города. Этот холм окружен улицей, название которой буквально сообщает нам, что она находится под валом, под крепостной стеной. На нее ведут многочисленные лестницы с разных сторон холма. Недалеко от крепостной стены находится католическая церковь, которая по одним источникам называется церковью Войцеха, а по другим – Адальберта. Но это один и тот же человек, при рождении названный Войцехом, а умерший с церковным именем Адальберт. Плац Пофаже, то есть площадь после прихода, образовалась после демонтажа церкви святого Михаила в середине XIX века. В 30-х годах XX века были проведены раскопки фундамента этой церкви, и теперь мы можем представить размеры храма. Мы с вами на Фарнской площади. Здесь находится макет храма святого Михаила, польского католического храма, который был разрушен российскими оккупационными войсками. В настоящее время площадь Пофаже является местом для концертов и встреч люблинцев. Вдали вы видите Люблинский замок. Это был главный замок Люблина, и именно здесь была подписана знаменитая Люблинская уния об объединении Польши и Литвы. К сожалению, во время 16, 17, 18 веков замок постепенно разрушался, вплоть до того, что в одном из помещений рухнул потолок и погубил 4 благородных господ. Но в 1826 году замок был восстановлен по приказу царя Александра I для того, чтобы использоваться в качестве тюрьмы. И тюрьмой он был до 1954 года. Гродские ворота были вторыми из 2 укрепленных ворот, построенных в XIV веке. Нынешнее сооружение является результатом реконструкции XVIII века.
Ворота также называли еврейскими, потому что это был проход между старым городом и еврейским кварталом. Замковая улица проходит по мосту и соединяет холмы старого города и замка. Под ней проходит улица Подвале, которая окружает город. Стены замка выглядят более новыми, чем постройки, которые сохранились внутри. В XIV веке была построена готическая замковая церковь Святой Троицы, служившая королевской часовней. Образовавшаяся в результате Люблинской унии в 1569 году Речь Посполитая была одним из крупнейших политических образований Европы и управлялась избранными правителями. В Люблине подчеркивают, что эта уния была прообразом нынешнего Европейского Союза. Единственным сохранившимся элементом замка является донжон – цилиндрическая каменная и кирпичная башня, построенная в XIII веке как оборонительное и жилое здание. Донжон был тюрьмой для знати в XVII-XIX веках. Когда Люблин входил в состав Российской империи, здесь была царская тюрьма для участников борьбы за независимость, в том числе для повстанцев 1863 года. На стенах Люблинского замка также видим мемориальные доски, касающиеся польского восстания 1863 года. В частности, в 1864 году здесь содержался тогда 16-летний повстанец Александр Гловацкий, впоследствии известный польский писатель Болеслав Прус. В 1939-44 годах в донжоне была нацистская тюрьма, а в 1944-54 годах – коммунистическая. С 1957 года замок стал частью Люблинского музея, а неподалеку находится скульптура льва, как символ города Львова. Это выглядит как многие предвыборные плакаты, которые можно видеть сейчас в Украине или в других странах. Но я хочу обратить ваше внимание, что это на самом деле историческая экспозиция о том, как 30 лет назад первые независимые выборы в Польше выдвигались вот все эти люди от солидарности. Тогда во всех округах Польши был кандидат от коммунистов и кандидат от солидарности. И во всех округах победил кандидат от солидарности. У подножия холма старого города проходит улица Ковальская, то есть улица, на которой когда-то жили кузнецы. Аллея, названная в честь люблинской семьи Хартвигов, соединяет улицу Ковальскую в нижней части города с улицей Рыбной на холме. Это была граница так называемой Собачьей горки, еврейского квартала. А в годы Второй мировой войны здесь проходила граница еврейского гетто, окруженного забором из колючей проволоки. На стене аллеи стихи Юлии Хартвиг в память о погибшем еврейском населении города. Другие элементы мемориала выставлены в окнах домов фотографии людей, которые когда-то здесь жили, но погибли в годы фашистской оккупации. Евреи в разное время составляли от трети до 2/3 жителей города Люблина. Город даже называли польским Иерусалимом. После ликвидации гетто в ноябре 1942 года немецкие власти почти полностью разрушили еврейский квартал. Возможно, самый лучший мемориал – это еврейское кафе «Мандрагора» на площади Рынок, где все выдержано именно в тех традициях, как это должно было быть 100 лет назад. На выходе с площади Рынок старого города высится Тринитарная башня. Эта колокольня в неоготическом стиле является самым высоким историческим зданием Люблина. Название башни происходит от монашеского ордена тринитариев, которому здание досталось после распуска ордена иезуитов. Собор святых Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова был основан в XVI веке орденом иезуитов. Собор с таким же названием уже был в Торуне, и вы можете его увидеть в нашем видео об этом городе. Собор в Люблине был построен в стиле барокко, но в некоторых местах есть детали эпохи Возрождения. Церковь святого апостола Петра, построенная в стиле люблинского ренессанса, после пожара была восстановлена в стиле барокко. Это здание называется Новой ратушей,
в отличие от старой, в которой позднее располагался коронный трибунал, который мы уже видели. И далее мы покидаем Люблин и едем в Варшаву, Плоцк, Торунь и другие города Польши. Подписывайтесь на наш канал, Ставьте лайки! делитесь нашими видео с вашими друзьями и пишите о ваших впечатлениях в комментариях. Увидимся в следующем городе Или каньоне. или фьорде.